Глава 99. Селянь воскликнул: «Госпожа!» Лань Чан, побелев пуще любого мертвеца, не могла произнести ни слова. Внезапно ее живот раздулся, будто его чем-то распирало изнутри. Изначально плоский, он вдруг увеличился до состояния огромного меча, и, казалось, длинный подол ее платья вот-вот треснет по швам, сквозь которые начал сочиться черный дымок. Демонессы отпустили Лань Чан и попятились, а сама женщина, изо всех сил прижимая руки к животу, закричала со смесью страха и удивления в голосе: «Не шуми, все-таки дух нерожденного не усидел в ее животе». Хуачен спокойно произнес: «ГГ, отойди назад». Селянь ответил: «Все в порядке». Лицо Лань Чан исказилось болью, а она повалилась на колени и завопила: «Послушай маму! Послушай маму, ну же! Будь умницей, хорошо! Хватит капризничать!» Селянь обратился к ней: «Госпожа Лань Чан, для начала советую вам его выпустить». Но та замотала головой, будто в приступе безумия: «Нет. Нет, нет. Я обязательно оставлю его в своей утробе и буду как следует взращивать, он больше не сбежит и не навредит никому. Градоначальник, умоляю вас, не забирайте моего сына. Я искала его несколько сотен лет. Не забирайте моего сына. Не отдавайте его этой шайке чиновников с небес». По всей видимости, в призрачном городе все демоны давно знали, что Селянь — чиновник небесных чертогов. Лань Чан взвизгнула, обхватила живот крепче и принялась кататься по земле. Казалось, ее живот больше не принадлежит ей и живет собственной жизнью, то уменьшается, то раздувается, то мечется во все стороны, источая все больше густого черного дыма. Наверняка зловредный дух нерожденного, вернувшись в чрево матери и посидев там некоторое время, восстановил силы и теперь вновь принялся безобразничать. Демонессы, что ненадолго разошлись в стороны, снова налетели, чтобы схватить женщину, только сил им на это явно не хватало, поэтому нечисть мужского пола с левой стороны бросилась на помощь с криками «Дайте камы!». Воцарился совершеннейший беспорядок, и Селянь, крепко сжав кулаки, воскликнул: «Госпожа Лань Чан! Плод в вашем чреве намного превосходит вас по силе, к тому же он может вас поранить, тогда как вы не найдете в себе сил причинить ему вред. Вы абсолютно ничего не сможете с ним сделать. Рано или поздно он выпьет из вас все соки, а потом все равно вырвется наружу. Скорее отпустите его, если Лань Чан не захочет выпустить то, что запрятала в утробе, рано или поздно озлобленный дух высосет ее досуха, а затем растерзает внутренности». В таком случае, чтобы предотвратить подобный исход, Селяню придется самому вскрывать ее живот, что явно лучше, чем наблюдать, как ребенок разорвет собственную мать на кусочки. Но разве принц мог решиться на подобное, пока еще не наступил момент, когда ничего иного не остается? Он не хотел бы делать этого сам и тем более ни в коем случае не желал, чтобы за него это сделал Хуачен. Но Лань Чан оказалась невероятно упрямой, и, даже заходясь приступами боли, никак не соглашалась выпустить дух нерожденного. Так дальше продолжаться не могло, и принц решился вмешаться. Стиснув зубы, он произнес: «Прошу меня извинить», но когда он уже положил ладонь на рукоять Фансиня, Хуачен остановил принца и уверенно произнес: «Не нужно». Одновременно с его словами живот Лань Чан вдруг охватил ореол золотого сияния, настолько яркий, что стоящие ближе всех демоны все как один завопили «Ай-яй!» и разбежались в стороны с криками: «Что это такое?». Селянь смотрел, не отрывая глаз, и когда золотое сияние померкло, изо всех сил рвущийся наружу дух будто бы чем-то запечатало, а живот Лань Чан вновь сделался ровным. Тем, что запечатало дух, оказался широкий пояс. На первый взгляд пояс совсем ничем не выделялся, но Селянь присмотрелся получше и изумленно проговорил: «Как он мог оказаться на тебе? Должно быть, из-за частых стирок вещь немного потеряла в цвете», но Селяню все же удалось разглядеть, что пояс принадлежал небесным чертогам. Многие вещи, которые встречались лишь на небесах, являлись магическими артефактами искусной работы и при необходимости проявляли удивительную способность защиты владельцев критической ситуации. К тому же, пускай вышивка на поясе заметно поистерлась, Селянь был твердо уверен, что перед ним золотой пояс, который могли носить лишь небожители.
И судя по рангу пояса, он принадлежал кому-то из чиновников верхних небес. В небесных чертогах преподнесение в дар золотого пояса считалось довольно популярным и элегантным жестом, а также несло на себе особый смысл. Если мужчина-небожитель дарил кому-то свой пояс, вещь сама по себе содержала некую чувственную составляющую, а уже об особом смысле подобного подарка можно было легко догадаться. Поэтому такой пояс, разумеется, нельзя дарить кому попало, а также совсем не просто потерять. Селянь произнес: «Госпожа, неужели это ребенок?» Но тут принц опомнился и вовремя придержал язык, ведь даже в логове нечистой силы задавать женщине подобные личные вопросы на виду у всех явно нехорошо. Ланчан же немедля бросила: «Нет», Селянь подумал, «я ведь еще ничего не спросил, зачем же сразу кричать «нет»?» Принц задал другой вопрос: «Значит, эти 700-800 лет ты жила на свете?» Полагаясь на золотой пояс, услышав его слова, демонессы кругом разинули рты от удивления. «Мамочки, Ланчан, ты настолько старая. Но ты же говорила, что тебе всего 300, да нет же, она говорила, что ей 200, солгала про свой возраст». Дух нерожденного обладал мощью, накопленной за 7-8 столетий, а значит, его мать была примерно такого же возраста. Но ведь сама Ланчан не могла похвастаться столь же сильной злости. И раз ей, будучи обычным демоном, удалось прожить на свете так много лет, наверняка именно золотой пояс, наделенный магической силой, оказал ей в этом немалую помощь. Ну а если отец ребенка — один из небожителей, то зверский характер духа вполне объясним. Выходит, какой-то небожитель имел тайную связь с простой смертной, соблазнил ее и бросил, а может, просто чувства его остыли, это теперь никому не известно, после чего несчастную постигла страшная участь, ребенка из ее утробы кто-то вырезал живьем. В итоге оба, мать и дитя, обернулись демонами, а нерожденный плод, весьма вероятно, погубил несчетное множество жизней. Как ни посмотри, а инцидент в тяжести не менее серьезный, чем тот случай с Сюаньцзи, да к тому же сюжет немного знакомый. Как следует разрешить эту проблему, придумать не составило труда. Селянь немедля развернулся к Хуачину: «Сань Лан, эту женщину», но принцу не потребовалось тратить слова. Хуачен ответил: «Поступай так, как считаешь нужным. Нет необходимости меня спрашивать». Селянь тихонько хмыкнул, выражая понимание. Получив позволение, принц вернулся к Ланчан. Как раз когда демоны засыпали ее вопросами: «Ланчан, Ланчан, а кто отец твоего ребенка? Вот ведь убил, да не закопал, зачал, да не воспитал, так все-таки кто же это? Может, стоит заявиться к нему на порог и потребовать воздаяния?» Ланчан, глядя на Селяня, сквозь зубы прошипела: «Кто же еще?» Она не назвала имени, но Селянь понял и без слов. «Ты поднимешься со мной в чертоги верхних небес?» «Хорошо», Ланчан немедля возразила: «Нет, разумеется», ее отказ ничего не значил. Что бы она ни сказала, Селянь все равно забрал бы ее с собой. Принц с серьезным лицом заговорил: «Это крайне озлобленный дух нерожденного. Неизвестно, сколько крови он пролил. Теперь же выяснилось слишком много обстоятельств, ты больше не сможешь скрыть случившееся. Непременно нужно подняться на верхние небеса, уведомить их обо всем и провести очную ставку. И если небожитель окажется честным или же между вами произошло недопонимание, вначале он признает тебя и ребенка, а затем решит, как поступить с ним, и если же выяснится, что ты пострадала по вине того небожителя или же он совершил какую-то более серьезную ошибку, тем более следует воззвать к справедливости. Как бы то ни было, этот дух — твой сын. И его сын тоже. И если отец не вмешается в это дело, как тут вмешиваться кому-то постороннему? Демонам его речи показались довольно разумными. Кроме того, если Ланчан поднимется в чертоги верхних небес со скандалом, от одного предвкушения слухов побегут волнующие мурашки. Будто боясь, что скандал выйдет недостаточно крупным, и желая разжечь его как можно больше, все принялись уговаривать: «Верно, Ланчан. Чего тебе бояться? Призови его к ответу, а если посмеет не признать вину, так мы спалим его храмы». Селянь обратился к Хуачину: «Мне нужно будет вернуться в чертоги верхних небес, чтобы незамедлительно доложить об инциденте».
Ланчан хоть и протестовала, уже прекрасно поняла, что не сможет воспротивиться принцу. Ненадолго застыв, она вдруг бросилась на колени перед Хуаченом, отвешивая поклоны и восклицая: «Градоначальник, премного благодарна вам за доброту и приют». Селянь так и остолбенел, а женщина продолжила: «Ланчан устроила пожар в доме блаженства, но решилась на это лишь от безысходности. Я нарушила законы призрачного города и так виновата перед вами. Надеюсь, вы не будете держать на меня зла». Услышав от привычно сварливой распутницы подобные речи, многие демоны, что знали женщину и виделись с ней изо дня в день, немало удивились, ее будто бы подменили. Хуачен, впрочем, сохраняя спокойное выражение лица, обратился к селяню: «ГГ, жаль, что ты уходишь так спешно. Когда спустишься в следующий раз, я окажу тебе достойный прием». Селянь кивнул в ответ. Затем забрал Ланчан и вместе с ней отправился прямо в небесные чертоги. Проходя по главной улице столицы бессмертных, принц отправил в сеть духовного общения объявление: «Господа, прошу всех собраться во дворце Шинью для обсуждения важного дела». Затем сразу же покинул сеть, не задерживаясь ни на секунду, и повел Ланчан во дворец Шинью. Будучи демоном, женщина не могла войти в божественный дворец по своей воле, и селяню пришлось вместе с ней подождать снаружи, покуда не появился Цзюнь, и личным разрешением не впустил Ланчан в свои чертоги. Очень скоро небожители, которые находились в столице бессмертных, друг за другом прибыли в назначенное место, и каждый, замечая рядом с селянем ярко накрашенную демонессу, которая совершенно не вписывалась в божественную обстановку столицы бессмертных, от удивления округлял глаза. Во дворец вошел небожитель в черных одеяниях. Увидев развернувшуюся в центре зала картину, он на мгновение остановился. То был никто иной, как Муцин. Ланчан тоже бросила на него взгляд, но тут же потупилась, а губы ее задрожали. Муцин же, сохраняя непринужденное выражение лица, лишь бесстрастно спросил: «Ваше Высочество, наследный принц, кто эта женщина?» Услышав, как Муцин обратился к селяню, Ланчан слегка изменилась в лице и посмотрела на принца, словно что-то припомнила, но не могла быть уверенной до конца. К тому моменту подошли и двое братьев, повелители ветров, и вот, внешность которых на 2/3 копировала друг друга. Каждый мягко помахивал бумажным веером, а широкие рукава белых одежд колыхались в воздухе, отчего их облик завораживал красотой. Ши Цинсюань, качнув веером, произнес: «Да, настоятель, зачем вы сегодня привели на небеса еще и демоницу?» Селянь в недоумении переспросил: «Настоятель? Настоятель чего?» «Монастыря водных каштанов». Почему вдруг такое обращение? Поразмыслив еще, принц догадался: скорее всего, его назвали настоятелем храма Тысячи Фонарей. Не зная, как на это реагировать, Селянь притворился, что не расслышал. Ши Цинсюань же, весьма довольный собой, поздоровался со всеми вокруг и добавил: «У этой демонической сестрички в утробе что-то есть». И мне почему-то кажется, с такими словами он направился к Ланчан, будто бы захотел потрогать ее живот. Шиуду резким движением сложил веер и окликнул: «Цинсюань». Ши Цинсюань немедля отдернул руку и пустился в оправдание. Я лишь почувствовал очень нехорошую темную ци и захотел проверить, нет ли внутри чего-то опасного. Шиуду принялся его отчитывать: «Ты же мужчина, и к тому же небесный чиновник, а мы находимся во дворце Шинью. Как тебе не совестно творить подобные непотребства? И не вздумай принимать женский облик. В женском облике для тебя это по-прежнему недопустимо. Сейчас же превратись обратно». Лин Вэнь, покачав головой, убрала документы под мышку, подошла к Ланчан и положила ладонь ей на живот. На лице небожительницы отразилась задумчивость, когда она, наконец, убрала руку и спросила: «Такой свирепый дух? Сколько ему сотен лет?» Селянь ответил: «Около 7-8». Он поведал собравшимся о том, как уже дважды повстречал этого духа нерожденного, о том, как дух вредил беременным женщинам и как след вывел принца к матери духа. Принц умолчал лишь о Хуачине и случившемся в призрачном городе, и Ланчан, конечно, не стала сама об этом упоминать. Завершив доклад, Селянь произнес: «Вот так все и было.
Мне неизвестно, жив ли сейчас этот небожитель и находится ли причине, имеет ли место быть недоразумение между ними и знает ли он сам о произошедшем. Поэтому я привел эту госпожу сюда». Фэн Синь нахмурился, и если недоразумений не было и ему прекрасно известно о ребенке и случившемся с матерью, но при этом он на 800 лет позабыл о них, ничего не желая знать, подобный поступок — вопиющая безответственность. Пэймин, скрестив руки на груди, неторопливо и спокойно произнес: «Я согласен с генералом Наньяном, подобное нельзя не назвать безответственным поступком. Интересно, кто из моих божественных коллег оставил этого ребенка? Если он еще занимает свою должность, пусть лучше выйдет и признается сам». Едва договорив, Пэймин почувствовал, как в него впились бесчисленные взгляды, а во дворце Шэнью воцарилась тишина, будто у всех застрял ком в горле. Спустя некоторое время молчания Пэймин наконец изрек: «Господа, не слишком ли превратное представление у вас обо мне сложилось?» Ши Цинсюань даже перестал обмахиваться веером. «Мне кажется, оно вовсе не превратное. Следовало бы сказать, что мы слишком хорошо вас знаем». Пэймин немедля ответил: «Ничего подобного я не совершал». Остальные лишь сухо усмехнулись, и даже взгляды Шиуду и Линвэнь не слишком лучились доверием. Пэймин почувствовал, что его голова сейчас опухнет, приложил ладонь к лбу и со всей искренностью произнес: «Ну, я действительно находился в сердечных отношениях с некоторыми представительницами мира демонов. Но именно эту барышню я в самом деле никогда раньше не встречал». Если как следует вслушаться в его слова, их, впрочем, можно найти заслуживающими доверия. Неужели ему самому неизвестно, с какой женщиной он состоял в близких отношениях? И хотя ветренность генерала Пэя вызывала всеобщее неодобрение, все же он еще ни разу не высказал непричастности к каким-либо любовным связям, и коли уж сделал дело, то не увиливал от ответа, поскольку был не из тех, кто не в состоянии заплатить за свои деяния достойную цену. Женщины, имевшие отношения с генералом Пэем, за исключением подобных Сюань Цзи, которая сама отказалась от всяческих притязаний, по крайней мере гарантированно ни в чем не нуждались, остаток жизни купаясь в роскоши, будто в бочке с медом. И если бы Лань Чан действительно когда-то водила интрижку с Пэймином, в ее жизни не дошло бы до столь страшных событий, как вырезание плода из чрева и превращение в демона. Кроме того, Пэймин выбирал женщин, руководствуясь весьма высокими стандартами. Все без исключения его любовницы могли похвастаться незаурядной привлекательной наружностью, а он еще и особенно привечал красавиц, чьи лица очаровывали без какой-либо косметики. На взгляд же всех собравшихся, Лань Чан, намалеванная так, что не разглядеть настоящего облика, ни внешностью, ни качеством наряда и рангом прически, ни речью и манерами не могла достичь критериев, по которым Пэймин всегда определял своих избранниц. Поэтому в сердцах присутствующих смутно зародилась вера в его слова о том, что с этой женщиной его ничего не связывает. Но пока только лишь смутно и в душе. Ведь кто не желал насладиться зрелищем, как генералу Пэю поставят шах в этой партии? Поэтому все молча и с улыбками наблюдали, как он пытается оправдаться. А верить или нет, тут уж все зависит от их настроения. Сначала и Селянь тоже считал, что наиболее велика вероятность причастности Пэймина к делу из-за неоднократных инцидентов в прошлом. Но глядя на реакцию генерала Пэя, не похожую на притворство, принц усомнился в своих предположениях. Он вспомнил слова Хуачена о том, что Пэймин не пойдет на бесчестные методы, поэтому не стоит его бояться, или что-то вроде того. Поразмыслив минуту, принц все же сказал: «Ранее госпожа Лань Чан расплывчато ответила на вопрос о том, кто же отец, кто же еще, и я воспринял небезызвестную кандидатуру как само собой разумеющееся. Однако раз генерал Пэй так говорит, возможно, здесь действительно какое-то недоразумение, ведь не может каждый раз виновником быть именно он. Может, спросим, к его неожиданности, Лань Чан сама вмешалась, это не он». Селянь удивленно запнулся и обернулся к женщине. Она же повторила: «Это не он». Линвэнь прохладно переспросила: «Что?» «Так значит, не он». Шиуду тоже весьма недружелюбно бросил: «Вот как, не он, значит», Пэймин ответил им обоим: «Я же сразу сказал, что это не я».
Вы двое вздумали бить лежачего. Ну, погодите у меня. Остальных же после недолгого разочарования обуял еще больший восторг. Ведь Пэймин издавна являлся героем романтических рассказней, и если бы даже тут виновником оказался именно он, новизной подобные слухи уже не блистали бы. Но в случае его непричастности, получается, вина ложится на другого небожителя, присутствующего или же отсутствующего, а значит, у них появится новая восходящая звезда сплетен и слухов. Как тут не обрадоваться? Ранее, еще в призрачном городе, Ланчан явно намекала на Пэймина, а теперь пошла на попятную. Селяню это показалось весьма странным, однако вида он не подал и произнес «Хм». Так кто же тогда все-таки? Ланчан вперила в него взгляд. Ты. Селянь решил, что она не закончила фразу, что «я Ланчан». Я сказала, что тем человеком был именно ты.